Всем привет! Это мастер-класс от Анны Сахно. Сегодня я вам покажу, как связать вот такую сумочку-торбу с использованием эко-кожи. Связана она шнуром 3 мм. Сумочка очень классная, она легкая, небольшая. Сумочка эта легко открывается и также легко затягивается с помощью механизма двойных утяжек. Такая сумочка классно впишется в ваш гардероб, особенно если у вас есть хлопковые или льняные летящие сарафаны, да и просто в повседневный лук. Такой комплект из эко-кожи вы можете приобрести на сайте lentomania.ru. Вот в этом углу сейчас появится кликабельная ссылка. Нажимайте на нее, выбирайте себе товары для творчества и свяжите себе что-нибудь новенькое. Для вязания этой сумочки вам понадобится комплект из эко-кожи. В составе комплекта есть вот такая основа. Есть вот такая основа донышка. Также в комплекте есть две утяжки с фиксаторами. И также есть вот такая вот ручка, которая закрепляется в отверстие основы. Нам остается только связать небольшую вязаную часть, простую, вшить ее в эту основу, и сумочка будет готова. В комплекте даже есть катушечка с нитками и иголкой для пришивания вязаной части сумки к основной части. Такие комплекты из эко-кожи значительно помогают упростить вязание, потому что самые сложные элементы для вывязывания, овальные, полуовальные, они уже готовы. Нам остается связать только самые простые цилиндрические формы. Также для вязания я использовала шнур хлопковый 3 мм в диаметре. Я взяла такой шнур небольшого диаметра специально для того, чтобы сумочка получилась максимально тонкой, легкой, чтобы вот эту вязаную вставку было легко пришить к нашей основной части из эко-кожи, для того, чтобы она получилась мягкой, хорошо драпировалась, сверху собиралась в аккуратный пучок. Крючок я взяла 4,5 мм, можно взять 5 мм. Крючок тоже беру не маленький, для того, чтобы вязание получилось довольно мягким и полотно получилось драпирующимся, мягким и воздушным. Для этой сумки даже подойдут, в принципе, какие-то полудырявые узоры, если вы такие приемлете в качестве узоров для вязания сумочки, потому что дно здесь в любом случае у вас защищено и закрыто, а такие узоры с отверстиями сейчас в тренде. Сейчас нам понадобится связать вот такой вот овальный элемент, просто прямую овальную такую трубу как бы, из шнура, которую мы впоследствии пришьем к нашей основной части. Для того, чтобы рассчитать, сколько петелек я должна набрать изначально, чтобы у меня получилось полотно нужной длины окружности, я связала образец тем узором и тем крючком, которым собираюсь вязать все изделие. После того, как я провязала, узор у меня вяжется в круговую, поэтому образец у меня тоже как небольшой цилиндр. Я связала высоту около 5 рядов, и теперь уже могу измерить, сколько находится петелек в 10 сантиметров моего узора. У меня получилось, что в 10 сантиметрах находится 11 петелек. Теперь нам необходимо измерить длину окружности на основной части сумочки из эко-кожи по внутренней стороне, потому что измерения, которые будут снаружи происходить, они будут отличаться. У меня получилась длина овала 51 сантиметр. Если вы будете заказывать точно такой же комплект на сайте lentomania.ru, на сайте можно найти эти комплекты. Длина овала внутри 51 сантиметр. Можете не измерять и рассчитывать, исходя из этого. В 10 сантиметрах моего образца 11 петелек. 51 сантиметр делю на 10 и умножаю на 11. Получается, что мне необходимо набрать 56 петелек. Рекомендую сделать индивидуальный расчет специально для вас. Я стандартным способом делаю первую петлю, не затягиваю ее, не буду делать узелков, потому что они получаются очень толстые. И затем продолжаю набирать воздушные петли. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Набирайте средний, не слишком затянутое, не слишком свободно. Сейчас у меня набрано 55 петелек, и 56-ю петлю мы сделаем, когда будем соединять конец и начало ряда. Это будет такая фальшивая петля. Вот у меня начало воздушных петелек, вот здесь конец. Я соединяю вот так вот конец и начало. Слежу за тем, чтобы цепочка из воздушных петелек у меня не перекрутилась. Вытягиваю немного последнюю петлю длиннее, чем нужно. Вставляю крючок в первую воздушную петлю, но обратным движением, сзади вперед.
вот таким вот образом. Зацепляю последнюю вытянутую петельку, вытягиваю ее на изнаночную сторону. Получается у нас половина петли вот здесь на лицевой стороне между последней и первой петелькой. Половина петли у нас с изнаночной стороны. В первую половину петли между ниточками я вставляю крючок и возвращаю остатки петли на крючок. Теперь нужно рабочей ниточкой немножко подтянуть, чтобы натяжение нити совпало с другими петельками нашими, с другими воздушными петлями. Затем я делаю 2 воздушные петли для того, чтобы подняться на высоту первого ряда. Узор, который мы будем вязать, он очень простой, при этом выглядит классно и подходит нам как раз по плотности. Для того, чтобы вязать этим узором, вкладываем крючок, вытаскиваем, вытягиваем ниточку. Провязываем только левую нитку, а у нас остается на крючке снова 2 петли, и уже тогда мы их провязываем вместе. Вставляем крючок в следующую петлю, вытягиваем нитку, провязываем только левую и затем только провязываем обе. Еще разочек покажу. Не делаем никаких накидов, просто вставляем крючок в петлю, вытягиваем нитку. У нас получается 2 ниточки на крючке. Мы провязываем только левую. Снова 2 нитки на крючке, и теперь провязываем обе ниточки вместе. Еще раз вставляем крючок, немножечко вытягиваем пряжу, провязываем только левую часть, затем провязываем обе петли вместе. И таким узором мы будем вязать с вами все наше полотно. Я довязала до конца первый ряд. Сейчас покажу еще раз, как мы соединяем ряды. Соединяем мы их так же, как соединяли в самом начале. Последнюю петельку немножко вытягиваем, вставляем крючок в первую петлю движением сзади вперед. Обратите внимание, первые 2 вот эти петельки мы пропускаем. Это воздушные петли, которые мы вязали для подъема ряда. Мы с ними не работаем, мы представляем, как будто бы они один из элементов. А вот эти вот верхние косички нам нужны для того, чтобы соединить. Вот первую косичку после 2 воздушных петелек протыкаем обратным движением, возвращаем петельку на крючок, протягиваем ее на изнаночную сторону на половину. Половина петли остается на лицевой стороне, половина петельки с обратной стороны. Вкладываем крючок под петлю, которая у нас осталась с лицевой стороны, возвращаем петлю, которая у нас осталась с обратной стороны, немножечко подтягиваем рабочую нитку для того, чтобы натяжение нити было одинаковое, как везде, сверху у косичек, и протягиваем пряжу, делаем 2 воздушные петли снова для подъема и продолжаем вязание. Вязать будем точно таким же узором, принцип тот же самый, все ряды, соединяя их таким образом. Вяжем таким узором высоту несколько рядов. Я провязала 14 сантиметров полотна вверх. Вот здесь у меня соединение происходит рядов, есть небольшой шов виден. У меня получилось 12 рядов этим узором. Это как раз тот самый момент, когда полотно доходит вот до этого отверстия, куда должна вставляться ручка. У нас не слишком дырявое вязаное полотно, ручка сюда не поместится, поэтому я решила сделать отдельные прорези специально для вот этих вот отверстий в основной части сумочки. Смотрите, как это выглядит. Вязать основу до самого донышка нет никакого смысла, поэтому у меня вот здесь начинается первый ряд, я его сразу же пришью к основной части сумочки, и вот посмотрите, он заканчивается как раз на том месте, где у меня отверстие. То есть мне сейчас нужно рассчитать, на каком расстоянии друг от друга нужно связать отверстия в полотне, и отверстия это будут примерно 2 элемента составлять. Я хочу, чтобы первое отверстие находилось недалеко от моего шва, потому что этот шов тогда в этом случае скроется прямо за одной из вот этих вот, за один из этих вот ремешков, и его не будет видно. Поэтому сразу же после того, как я провязала 2 воздушных петли для подъема, я начну делать отверстие. Для этого вместо 2 вот этих столбиков, элементов, которые мы вяжем, вот в этом ряду следующем я провяжу просто 2 воздушные петли. То есть у меня 2 воздушные петли сейчас были для подъема, это типа первый элемент 13 ряда. Дальше я вяжу снова 2 воздушные петли, они развернутся и будут находиться над 2 вот этими элементами в предыдущем 12 ряду.
А дальше я отступаю, пропускаю вот эти вот 2 петельки, 2 косички, в 3-ю косичку вкладываю крючок и вяжу дальше, как будто бы ничего не происходило. Давайте 2 столбика провяжу сейчас и покажу, как это у меня выглядит. Это выглядит у меня вот так. Вот такая вот дырочка. Вот эти 2 столбика считаются за первый элемент в 13 ряду, а вот эти 2 воздушных петли я провязала вместо 2 вот этих вот элементов, которые должны быть на месте дырочки. Дальше нам нужно провязать какое-то количество петелек. Давайте посчитаем, какое. У меня здесь в обхвате всего 56 петелек. Получается, что я не провязываю 2 петельки с одной стороны и 2 петельки симметрично прямо напротив с другой стороны. Это всего 4 петли в сумме. От 56 отнимаю 4, получается 52 петли у меня остается. 52 петли делю на 2, получается 26 петелек у меня будет слева от этого отверстия. И 26 петелек будет справа от отверстия. 2 я уже провязала. У меня останется еще 24 петли. И затем мне нужно будет сделать снова отверстие, чтобы оно находилось прямо симметрично и ровно напротив того отверстия, которое у меня уже получилось в самом начале ряда. У меня получилось 26 столбиков, вот оно мое отверстие справа. 26 элементов провязала. Теперь мне нужно будет провязать еще одно отверстие. Вязать я его буду точно так же. Я вместо 2 элементов провязываю 2 воздушные петли, 2 петельки снизу пропускаю и в 3-ю снова вкладываю крючок и вяжу, как ни в чем не бывало, оставшиеся элементы. Вот они у меня отверстия, они расположены друг напротив друга. После того, как мы сейчас все провяжем, у нас должно тоже с этой стороны получиться 26 элементов, с учетом первого элемента, который уже у нас с вами был связан в самом начале ряда в виде 2 воздушных петелек. Он тоже сюда считается, и он должен быть 26-м. Я дошла до первого нашего элемента. Вот здесь у меня уже отверстие, я напоминаю. Вот оно. Мне нужно соединить конец и начало ряда. Соединять я его буду так. Вот эти первые 2 воздушные петли я, конечно же, снова пропускаю, потому что это не верхние косички. Дальше в предпоследнюю косичку вставляю крючок, протягиваю через нее петлю на изнаночную сторону и в остальном делаю все то же самое, что мы делаем при соединении конца и начала ряда. И здесь я снова делаю 2 воздушных петли для того, чтобы связать последний ряд. Вот эти петельки, которые мы с вами провязывали как воздушные в предыдущем ряду, обязательно провязываем их в последнем нашем ряду, то есть в каждую из этих петелек вкладываем крючок и провязываем наш стандартный элемент. Вот таким образом вяжем последний ряд. У меня осталось совсем чуть-чуть пряжи, но я надеюсь, что мне прям ровно хватит довязать последний рядочек. Пряжи мне хватило. Смотрите, что я делаю. Я последний столбик, который провязала, обрезала уже ниточку. Вот у меня остался вот такой хвостик. Я этот хвостик вытягиваю совсем из петелек. И теперь буду соединять последний ряд, конец и начало. Здесь все то же самое. Пропускаем 2 первые петли воздушные. Вкладываем крючок обратным движением под первую нашу косичку. Возвращаем, вытягиваем хвостик на изнаночную сторону. Затем поворачиваем немножечко к себе последнюю петлю ряда. Здесь есть перемычка и есть вот эта вот задняя петелька косички. Вставляю крючок тоже обратным движением в эту перемычку и в заднюю стеночку косички. Вот так это выглядит, то есть крючок находится в центре косички у меня сейчас с лицевой стороны. И дальше я снова вытягиваю хвостик на изнаночную сторону. У меня получилась точно такая же петелька, как и все остальные, точно такая же косичка, как и все остальные косички наверху. После этого хвостик мне нужно будет спрятать в изнаночных петельках моего полотна и затем вшить полотно вот в эту основную часть сумочки. Я буду использовать нитки, которые идут в комплекте, потому что здесь уже кое-что прошито этими светлыми нитками, поэтому
будет уместно, если я их тоже буду использовать при пришивании. После пришивания у меня получилась вот такая вот сумочка. Она небольшого размера, вот если сравнить с ладонью, то примерно можно понять ее размер. При этом она выглядит невероятно мило и стильно. Расскажу немного о том, как я вшивала полотно в основную часть сумочки. Во-первых, я советую всем для начала без полотна просто пройтись по кожаной основе и сделать строчку через раз, потому что делать двойную строчку вместе связанным полотном — это проблематично. Все-таки полотно довольно плотное, и для того, чтобы его прошивать, вы потратите довольно много усилий. После того, как вы через одну строчку сделали шов, вы можете уже приставить вязаное полотно к сумочке и начать его вшивать. Для начала вшиваем его по нижней части с одной и с другой стороны. И только после того, как нижняя часть у вас зафиксирована, ровно находится полотно относительно нижней части, соотносится с основной частью сумочки, вы мягко прикладываете вот эти боковые части на вязаное полотно и их тоже пришиваете. Следите, конечно же, за тем, чтобы у вас отверстие, которое мы делали для ремешка, совпало с отверстием, которое у нас находится вот здесь на ремне. У меня, видите, совпало, я уже вот продела ремень. Утяжка. Давайте поговорим немножко про утяжку. Их в комплекте идет 2 штуки. То есть с этой стороны и вот с этой стороны у сумочки есть утягивающие элементы. И она расслабляется и затягивается с 2 сторон. То есть вначале вы протягиваете утяжку таким образом, чтобы у вас кончики были слева, например, а затем вторую утяжку протягиваете в обратную сторону, чтобы кончики были справа. Дальше мы одеваем на кончики вот такую кожаную вставочку, затем металлический кубик и завязываем кончики узелком. Как продевается ремень, я тоже думаю, всем понятно. Сейчас покажу, как выглядит. Вот так вот у меня совпало отверстие с отверстием на кожаной вставке. И мы просто продеваем в это отверстие ремешок. И застегиваем. У нас вот здесь есть вот такая вот, у нас есть здесь металлическая часть, есть отверстие на ремешке, и мы их совмещаем. И вот так вот, потянув в разные стороны, вы легко и быстро затягиваете сумочку, можете держатели подтянуть, чтобы она не раскрылась случайно, хотя держится хорошо, туго. Очень рекомендую этот комплект. Сумочка получилась максимально приятной, универсальной для летних образов. Эту вставку, конечно же, можно связать из рафии, и получится тоже классно. Вот, желаю всем отличного настроения, свяжите себе что-нибудь новенькое и отличного вам летнего сезона модного.